Всем привет, дорогие друзья! С вами Эдвард, и сегодня мы разберем испанскую партию. Я считаю, это лучший дебют для новичков, особенно для тех, кто хочет поднять себе очень сильно рейтинг, ну, очень сильно. Если у вас ниже 800, то вы в любом случае до 800 на изи дойдете. Дальше уже все будет зависеть от знаний вашего противника. Там уже выше, хоть в чем-то разбираются люди, и поэтому так легко уже не будет играть, но все равно некоторые принципы я вам покажу. Значит, какая идея вообще ходов у этого дебюта? То есть начинается он с обычных ходов, и здесь, в отличие от итальянской партии, в испанской партии мы атакуем коня. А, Первый вариант исхода событий и первая ловушка. Ваш противник делает ход конем. Вы забираете коня, он забирает пешкой вашего слона. И здесь вы атакуете, ну, грубо говоря, создаете такие небольшие атаки и забираете пешку. То есть вы выгодно разменялись 3 на 4. И дальше ваш противник может заметить, что у вас есть свободная пешка, которую вы тоже можете атаковать. И поэтому ваш противник делает вот такой ход, он забирает пешку, точнее, он может атаковать. Вы выводите свою королеву, делая атака на коня, и, допустим, он решает его убрать. Для того, что, ну, это и есть ловушка, это и есть глупость. То есть ловушки, они работают на глупости ваших противников. Если он убирает, то мы с легкостью забираем его королеву. То есть мы делаем вот такой ход на атаку на королеву и вскрытый шах на короля. То есть ему в любом случае надо либо закрываться, ну, допустим, он закрывается, вы забираете королеву. Либо же он закрывается королевой, вы забираете королеву. То есть других вариантов у него нет. Это первое, что на глупости может сработать у вашего противника. Как минимум вы можете отыграть пешку. Второй вариант, значит, если ваш противник, и вы, наверное, тоже сейчас подумали, я же могу походить так. Ну, то есть в любом случае, либо я его сгоню, да, то есть как минимум я его побью, если он не побьет сейчас моего коня. Ну, то есть ускорить процесс. Либо же он отойдет. Ну, то есть, а если он отойдет, я похожу еще одной пешкой, и ему придется сместиться с вот этой позиции, чтобы не было вскрытого шаха на короля, ну, там, связки короля и коня. Поэтому я похожу сюда, побить он не может, и поэтому он отойдет сюда. Бомба! Офигеть! А дальше я буду делать развивающие хода, и дальше следует ход конем. В данном случае вы ставите своего коня на поле g5, и тем самым вы делаете такую вещь, как атака Филидора, по-моему, называется. Значит, ну, она немножечко не так. Она с итальянской партии начинается. Но вот это вот очень похожий вариант. То есть вы делаете атаку на пешку для того, чтобы защитить своего коня. Следующим ходом мы сделаем атаку на пешку, и тем самым с этой позиции мы сделаем вилку на две очень сильные фигуры. И здесь, если противник не знает про эту ловушку, он походит таким ходом для того, чтобы согнать коня. И здесь мы дальше ходим своим конем. Все. В данном случае он либо теряет ладью, либо теряет либо ладью, либо королеву, либо ферзя. И поэтому в данном случае происходит вот такая вещь. И противник уже, у него дизмораль, потому что у него неприятная потеря фигур происходит. То есть он уже потерял одну из сильнейших фигур в игре. Допустим, ваш противник знает, что так ходить нельзя, и поэтому он делает ход пешкой для того, чтобы перекрыть вот этот удар. И в данном случае мы не стесняемся, забираем пешкой. И самый умный ход, который приходит вашим противникам на начальных рейтингах, это сделать удар конем. Потому что если я заберу, вы заберете, вы видите ладью ферзя, прикроете вот эту пешку, и поэтому вам это очень выгодно. И здесь, ну, грубо говоря, вы под атакой только одного коня, точнее слона. Даже если я решу побить так, вы можете забрать моего коня. То есть у вас уже куча вариантов для защиты. Это очень, кажется, хороший ход. Но дальше мы не стесняемся, мы бьем пешку, тем самым специально подставляем своего коня. И если он не побьет коня, то есть если он сделает какой-то непонятный любой другой ход, мы забираем либо эту фигуру, либо эту. Поэтому самым умным ходом, который приходит в голову вашему противнику, это забрать королем коня. Если вы также увидели этот ход, пожалуйста, напишите, так бы вы ходили или нет. И дальше мы выводим своего ферзя, делаем атаку на короля.
королю первый вариант отойти сюда, но здесь последует шах, удар, мат. Поэтому туда отходить нельзя. Второй вариант. Сюда он не захочет отходить. Ну, малы шансы, что он туда отойдет, потому что он перекроет просто свои фигуры. Поэтому самый оптимальный вариант, который ему приходит в голову, это отойти сюда. Дальше мы бьем коня, и тем самым создавая угрозу мата на следующем ходу. Ваш противник это прекрасно все понимает, и поэтому он начинает действовать. Какие варианты у него есть? Значит, вариант первый. Стать королевой сюда для того, чтобы закрыть слабую зону, чтобы мы уже не могли так побить. В данном случае это самый худший вариант, который может сделать противник для себя. Мы бьем просто коня, тем самым делая атаку на ладью и скрытый шах на короля. Вариантов нет, он может только побить, он отойти уже не может. Он может либо побить, либо отойти королем куда-нибудь, но здесь вы заберете. Поэтому он будет бить, чтобы хоть какой-то размен сделать фигуры, и вы забираете у него королеву, тем самым делаете опять атаку на короля, и вот происходит вот такая неприятная вещь. И противник в основном сдается. Есть второй вариант, он может стать сюда, и в данном случае вы просто делаете шах королю, там, допустим, он отходит, либо закрывается, и вы забираете его ладью. Есть еще вариант, что он может коня сюда поставить, для того, чтобы, если вы станете сюда, у него был вариант отойти. И поэтому в данной ситуации вы просто либо... Ну, самый оптимальный вариант забрать, конечно, ладью. То есть вы уже здесь крутите вашего противника как хотите. Ну, вариант, что он может так закрыться, допустим. И все равно он в невыгодной ситуации, ему надо отходить куда-то. Но он хотя бы сохранит там свою ладью, ну, вы уже там хоть как-то можете реализоваться. Но, конечно, вот этот ход не вариант, потому что, на самом деле, я похожу вот так, и это будет мат. Это я уже что-то загулял. Можно вот так сделать, чтобы я опять не походил, но последует такой ход, и опять вы в той же ситуации. Поэтому здесь уже никак не выкрутишься. То есть в любом случае какие-то потери будут происходить. Следующий вариант. Опять начинается с хода Е4, но ваш противник открывает пешку напротив ферзя. Вы не обращайте внимания, ее не забираем, мы ходим конем. Делаем обычно развивающий ход, и вот это вот, как компьютер покажет, это лучший ход для черных, потому что вы забираете пешку, делаете атаку на коня, и я теряю темп, мне теперь надо уводить коня. Самый логичный ход это вот это, для того, чтобы сделать атаку на коня, и здесь ваш противник может сделать вот такой ход, для того, чтобы закрыть пешку. То есть я уже просто так не побью. Мы подставляем свою пешку специально под пешку противника, потому что у него какие варианты? Сюда походит невыгодный размен, закроет центр, поэтому есть вариант просто, что он... Надо забирать вот эту пешку. И здесь мы забираем слоном. И дальше, если противник ваш, опять-таки, не совсем разбирается в ловушках, не совсем понимает, там, как играть в шахматы, он может подумать, что лучше всего согнать вашего коня, опять-таки, во избежание вот этих вот ходов, наверное. Он решает вашего коня убрать. И здесь вы просто бьете своим конем, опять-таки, создавая вот эту ситуацию. Вас забирают, потому что это самый оптимальный вариант. Вы подставляете специально своего слона. Вас, ну, какие варианты? Сюда отойти, не вариант. Сюда отойти, он не может. Сюда отойти. Ну, в любом случае, куда бы он ни пошел, сюда или сюда, он теряет свою королеву. Поэтому единственное, что он может сделать нормально, адекватно, это побить слона. И здесь эта ловушка называется ловушка баллистической ракеты, по-моему. Вы забираете королеву. Ну, а дальше уже начинаются там всякие варианты ходов, то есть вы можете там, ну, самый неприятный, просто запомните, я вам один ход покажу, вот так вот делать не надо. То есть дальше вот так вот бить не рекомендуется, потому что здесь дальше идет шах, вы закрываетесь, и вас забирают королеву. Если он открывает вот эту пешку. Если же он ходит так, допустим, вы можете походить следующим образом. Но в любом случае вы уже в очень сильном перевесе с вашим противником. Вот, в принципе, самое... еще одна ловушка существует. Боже, ну, вы не зря посмотрите это видео, поэтому поставьте лайк. Ну, допустим, ваш противник с обычных ходов решает защититься ходом пешки. И в данном случае, ну, то есть, это тоже есть вариант, что противник ваш походит. Вы забираете пешку, он видит, что коня выгоднее разменять на пешку, он забирает вашего коня, 3-1 размена произошла, и дальше вы делаете шах королю. Вариант первый. Он делает ход пешкой, закрывая удар ферзем. Вы делаете атаку на короля, он закрывается либо этой фигурой, либо этой фигурой, либо этой фигурой, и вы забираете у него ферзя.
Дальше, ну, там уже дальше, там, исходы варианта событий, он может перекрытие сделать, вы можете сделать шаг, там, ну, короче, начнете танцевать. Но вы уже в любом случае в плюсе. Второй вариант, если ваш противник предусмотрел, что он может потерять свою ладью, единственный вариант, куда он может походить, это на эту клеточку. Дальше вы делаете атаку, и дальше начинается серия вынужденных ходов. У него больше нету вариантов, куда походить. Делаем атаку. У него вариант походить сюда. Делаем атаку опять на короля. У него единственный вариант походить сюда. Открываем ход слоном, делаем атаку. И здесь вариант, либо он сделает так, и вы поставите сразу же мат, либо он закроется пешкой. Пешка, если закрывается, мы ходим пешкой на поле h4. И здесь, ну, какие варианты, смотрите. Если он, ну, побить он не может, потому что у него вскрытый шах. Если он отойдет сразу сюда, мы ставим ферзя на эту позицию, он возвращается, мы бьем, и это мат. Какие варианты еще у него есть? Ну, допустим, он решает не ходить, оставить какой-то другой ход сделать, то в любом случае мы забираем там, ну, допустим, я бы какой сделал ход. Ну, представим, что у вас совсем глупый ваш противник. А, Он, ну, получается, под атакой сюда походить не может, сюда походить может. Мы опять закрываем его здесь матом. Здесь такие варианты, что любой исход событий дальше для него не очень является приятным. Я думаю, что знание хотя бы первой ловушки, первых двух ловушек уже поможет вам много выиграть партий. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Наверное, это вот самое основное, почему я играю испанскую партию. Наверное, она самая простая, самая крутая, потому что из нее много вариантов, которых можно просто запомнить. Даже вот этот вот вариант с отходом слона. И уже часто побеждать. Всем спасибо за просмотр данного видео. Друзья, ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии, что угодно. Спасибо, пожалуйста. Это говно, это не тактика, это не работает. Или ты объясняешь для малышей. Все равно, что вы напишите. Главное, чтобы вы написали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на стримы. Всем пока.